Привет, сегодня у нас 5 мая, понедельник, начало новой недели. Давайте посмотрим, что у нас происходит с рынками. У нас вчера было небольшое падение. Ну, вообще с пятницы там скатывание небольшое было. Ну, давайте посмотрим, что у нас получается. Ничего не получается у нас тут на эфире. Собственно говоря, мы находимся вот здесь. Здесь находимся. Ну и так вот продолжаем торговаться. Как бы трендовую пробили, никакого импульса не случилось. И здесь вот мы так и телепаемся. Мои колы тоже никуда не деваются. Потихоньку сжирает их время. Но надеюсь, что мы до 16 мая все-таки по эфиру куда-нибудь пойдем вверх. Не куда-нибудь, а вверх. Ну и, собственно говоря, если там по биткоину начнется коррекция, да, где мы там будем ждать наш эфир, первое сопротивление. Давайте нарисуем хоть что ли. Надеюсь, не пропадет. Раз. Да, ну, может, до середины. Ну, в общем, вот эта вот зона покупателя вся. Исходя из этого, надо и рассчитывать свои риски. Соответственно, первая зона поддержки, вторая зона поддержки и третья. Ну, здесь как бы мы можем от середины оттолкнуться, можем отсюда оттолкнуться. Как бы никто этого точно не знает. Поэтому здесь гадать бесполезно. Ну, вот эта вот зона, она в принципе, сколько? 1685, 1540, ну, 100 пунктов вот эта зона покупателя. Ну, соответственно, от этих нижних границ можно пытаться покупать. Ну, опять же, здесь вот что? Стопы ставить. Кто-то может ставить. Ну, допустим, если проколом короткий стоп забрало, да, при возврате как бы в этот канал докупать заново позицию стоп подлой. Как бы можно так делать. Кто на споте, как бы, может просто вообще покупать и сидеть ждать полгода. Или может 2 дня ждать. Никто не знает, сколько ждать. Когда он вырастет. Ну, вырастет он по-любому, поэтому извиняюсь. На споте можно набирать. Здесь я вам говорил набирать и по 2000, или по сколько там я говорил, что вот здесь можно набирать. В принципе, в долгосрок, да, можно набирать на споте. Я думаю, что можно будет там до конца года иксануть. Ну, x2 хотя бы сделать. Так, ладно, с эфиром понятно, я думаю, что все у нас. Биткоин. Биткоин. Давайте часовик откроем пока. Да, здесь. Вот на этой поддержке пытались покупать, но не удержали. Все это и провалились вниз. Отсюда отскочили, да. Отсюда можем сюда сходить. Опять же, тоже никто не знает, как бы, как здесь можно определить там блогеры. Вот мы там вверх пойдем, вниз пойдем, да хрен его знает, куда мы пойдем. Да, непонятно. Ну, отскок, я думаю, что можно ловить вот здесь вот по этим лоям. Да, потому что у нас здесь тоже дофига сопротивлений всяких. Здесь вот это вот тоже, опять же, проторговка. Да, отсюда можем отскочить 87, 88. Можем вниз сходить. У меня сейчас 88 путы. Я взял в пятницу вечером уже. И 110 колы. И тоже я сижу, жду моря погоды. Ну, про опционы я, наверное, на днях сделаю еще один выпуск. Потому что там, ну, кое-что я, так как я ими сейчас торгую, кое-что понял. Есть там нюансы, да, может, о них как бы расскажу. Потому что книжки это книжки можно читать, опционы вообще довольно-таки тяжелая штука, да, и в книжках
Если просто читать книжки и как бы не делать практически ничего, да, то ты никогда там в них не разберешься, никогда ничего не поймешь. Поэтому я как бы и занимаюсь этим на практике, чтобы все это понять, как работает и так далее. Да, там, может, теряю какие-то деньги на этом, но по-другому, не знаю, может, это только у меня не получается. Не знаю, ну просто книжки читать и как бы что-то там потом прийти и сразу начать там зарабатывать, ну, навряд ли получится у кого-то. То есть там есть нюансы, и надо на практике все это смотреть, проверять и так далее. Ну, на днях я вам расскажу. Вообще, вот эта вот структура очень похожа, у нас, знаете, на что? Вот на это. Ну, только в уменьшенном масштабе пока. Все, мы пришли, дошли до какого-то пика. Сейчас вот сюда скорректировали. Здесь мы можем телепаться. Да, хотя мне бы этого крайне не хотелось, потому что у меня опционы там с 16 мая тоже могут загореть. И тогда как бы деньги пропадут. Но у меня сейчас там около 40% или даже 50% есть плюс по путам. Но этого мало. Ну, то есть, когда вы берете в обе стороны, получается, надо, чтобы хотя бы там 100% было. Ну, я имею в виду по суммам, если на одинаковые деньги покупаете, и потом только пойдет прибыль. То есть, если покупать, конечно, в одну сторону, да, там, ну, может быть, кто-то там 40 или 50% и закрыл. Мне просто нет смысла их открывать, потому что у меня в обе стороны открыты, и мне надо либо туда, либо сюда, и хорошее движение. Но это в другом выпуске я вам расскажу. Так, ну и по биткоину, собственно говоря, что? Вот она. То же самое, только в увеличенном масштабе, да? Мы пошли закрывать вот эту вот неэффективность. Ну, назовем так, я не знаю, имбаланс, неэффективность, еще там как-то. Гэпы, шмэпы. Пофиг. Да, и пока мы вот это вот не перекрыли, мы вверх не пошли. Здесь вот что-то похожее на эту же структуру, только уменьшенную. И я вполне себе допускаю, что мы можем сходить на 86, а то и за самым большим объемом, там 85-84. А кто-то ждет там 80, кто-то 75. Я тоже этого как бы не исключаю. Да, вот у нас 75, можем и чуть-чуть пониже. Но это так далеко загадывать смысла большого нет. Хотя, как бы, вот если посмотреть вот на эти дни, да, мы буквально там спустились туда за дней 5. Ну и, соответственно, сюда мы можем тоже прийти дней за 5. А можем и не прийти. Поэтому смотрим и наблюдаем. Если мы вот здесь вот зависнем, то тоже непонятно, куда мы пойдем, то ли вверх, то ли вниз. В общем, ясно, что ничего не ясно. Но вот это вот все равно пойдут закрывать, когда бы то ни было. Не знаю, здесь мы там неделю простоим. Сегодня он сюда пойдет. Как я ранее говорил, идеальный был вариант вот отсюда. Сюда быстро сходить и спокойно уже расти. Нормально. Но решили вытряхнуть всех. Да вытряхать, да, там до 98 практически. Соответственно, у нас куча лонгов. Сейчас вот и будут покупать. И здесь сейчас будут покупать. И здесь будут покупать, если мы начнем падать. И здесь, и здесь. И на покупателях мы, соответственно, благополучно можем поехать вниз. Потому что, ну, и росли-то ни на чем. Ну, Трамп там сказал, что они там по пошлинам что-то договариваются, но конкретики никакой нет. 7 числа у нас, кстати, это получается среда. Заседание ФРС. Вроде, насколько я помню, 7.
да, где будут решать вопрос по ставкам. Но, скорее всего, ее не опустят, но, может, что-то там скажут на конференции. Какие там у них мысли на будущее. И тоже может быть волатильность. Хотя в последнее время что-то мы ждем эту волатильность, то там Трамп будет что-то говорить, там будет волатильность, да, а там как бы ничего не происходит. На прошлом заседании ФРС же тоже, по-моему, ничего не произошло, и мы там неделю простояли, насколько я помню. Поэтому опционы под эту движуху не знаю. Раз на раз, конечно, не приходится. Но я лично брать не буду. У меня и так они уже есть во все стороны. Ну, ждем открытия. У нас гэп намечается, да, я там не помню, там, ой, в этом, в TradingView смотрел, но там какие-то фьючерсы СМЕ показывают, что там вообще 98,4 было в пике, а у нас такого даже не было. Ну, там они, может, с какой-то датой экспирации фьючерсы не бессрочные. Из-за этого может быть там разница в цене. Не знаю. Там спецификации на контракт не было, поэтому непонятно, что. В общем, все, ребята, давайте до завтра.